Представители знака зодиака Водолей. Водолей, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге января. 3 главных события первых 2 недель месяца. Давайте узнаем, с чего же начнется январь и каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и альтернативные варианты развития событий вы сможете для себя как-то просчитать, переложив, может быть, свою историю на метафорические образы карт. Планетарно же, как будто времени на долгую раскачку, на сборы у нас подготовку не будет вообще. Скучать в целом будет некогда, потому что Меркурий, который до 2 января был в ретро-движении с 12 декабря, он словно ускоряет какие-то процессы. Или то, что стало прежде на паузу, здесь как раз получит развитие. Вот давайте мы с вами узнаем и достанем первую карту, что придет. А что уйдет, соответственно. И 3 главных события. Первая карта. Потом мы раскроем каждую из них. Второе событие. Начало января, первых 2 недель. И третье событие, по сути, начало года. Правда, Паш Пентаклей, новые начинания. Конечно, у кого-то может проиграться вопросы, связанные с детьми, с обучением, может быть, детей. Или, мои дорогие водолеи, это вы идете учиться. Или вы захотите что-то сделать для себя совершенно по-новому. Вот в каком-то альтернативном варианте. Или где-то даже как иррациональная идея, а вам ее нужно переложить на реальность. Как поступить? Вы что-то будете либо учиться, либо просчитывать, либо захотите поменять. Или приходит какое-то известие для вас. Я не могу сказать, что это турбулентное будет известие, но иногда может прийти какая-то информация, которая словно вас подталкивает к какому-то решению или побуждает у вас какой-то интерес, который вам захочется развить. Элемент новизны в любом случае проигрывается. И поэтому, кто даже из вас не ставит перед собой каких-то глобальных задач и в принципе не собирается ничего менять, помимо вашей воли, к примеру, в вашей организации, на работе происходят изменения, либо график меняется, руководители меняются, порядок какой-то или регламент, все равно, значит, внешне есть какие-то изменения, и так или иначе они оказывают на вас влияние. Что же уйдет? Сложно сказать, что уйдет. Например, какая-то ситуация, которая, может быть, была по части личной жизни, были какие-то непонимания, недопонимания, разногласия по части финансов или взаимоотношения в паре. Вот здесь может быть такое, какое-то решение вы будете принимать, скорее всего. Для большинства из вас всегда это придворные карты двора, король кубков, и может быть те или иные отношения с родственниками или какая-то история, может быть, было сообщение какое-то, вы чем-то прежде занимались, или было какое-то взаимодействие. Есть история, которая завершается. Может быть, для кого-то из вас это просто вы будете переключаться где-то с прежних своих позиций на работе, и вам придется что-то менять. И будут меняться одновременно ваши как денежное вознаграждение. Все равно есть какая-то перемена от старой, уход точнее ситуации, и с изменениями теперь в какими-то, которые в новом совершенно направлении дают вам новые возможности. У кого-то из вас, правда, у кого, допустим, сложные были отношения в паре, в семье, например, с вашим партнером. Здесь вы можете задуматься, а не определиться ли мне окончательно и не оформить ли мне уже де юре наш союз, если он уже как таковой распался. Как будто уход, да, мы спрашиваем, что уйдет. Для кого-то из вас, мои дорогие водолеи, это может быть просто человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. Или имеет там асцендент. Может быть, переезжает куда-то человек. Может быть, это ваш друг, знакомый или подруга, которая тоже куда-то собирается переместиться. Или что-то меняется у человека, который вот в подобных энергиях. И
но какое-то время вам придется быть на расстоянии. То есть вот я несколько позиций перечислила, и у каждого, безусловно, из вас какой-то может быть свой нюанс. Давайте мы посмотрим. 3 события главных. И первое. Будете принимать важное решение. У кого-то оно будет касаться личной жизни, у кого-то новых форм заработка или вот тех изменений по вашему виду службы, работы, когда там уже в организации что-то поменялось, и вам как будто нужно свой собственный шаблон тоже изменить. У кого-то это будет касаться личной жизни, ведь всегда это рыцарь жезлов. Это то, как ноу-хау. Я теперь точно знаю, как поступить. Давайте немножко раскроем эту карту поточнее и зададим такой вопрос. Чем дело кончится? Потому что туз жезлов может вообще-то проиграться в любой сфере жизни. Вот это ноу-хау. Хоть по финансам, хоть вопросам любви. Ну и по работе или какие-то новые начинания. Итак, чем дело кончится? Ого! Тут только начинается все самое интересное. Всегда, когда смотрю на карту шута в этой колоде, и у нас здесь шут удивительный, он жонглирует целым зодиаком. Вот я всегда вспоминаю слова Эйнштейна: «Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом». И если мы, так принято считать, маг – это великий манипулятор, то вот и еще выше мага как будто вот этот шут, который вообще жонглирует всей вселенной, словно парит в воздухе. И какие-то совершенно новые возможности у вас на пороге. И вы будете точно знать, как поступить. Может быть, какую-то прежнюю историю вы завершаете. Опять же, повторюсь, любой сферы жизни это может касаться, мои дорогие водолеи. Все же по тузу жезлов это само по себе как инсайт, как решение. А это старший аркан и есть своего рода обнуление. Повторюсь, у кого-то это будет касаться работы, а для кого-то из вас вообще, может быть, вы решите окончательно сменить сферу деятельности. И это новые возможности. Придется быть великим манипулятором, чем дело кончится. Тут что-то начинается, и надеемся, кстати, по старшему аркану, нулевому, мы сами на себя. Не должно быть риска, только холодный расчет. Просчет может быть математический, но что-то должно быть выверено. Одним словом, вам вот играть придется по новым правилам, взаимодействовать со Вселенной, с возможностями, совершенно как-то, может быть, по-другому, а не так, как вы бы сделали это раньше. Вы можете даже во многом отказаться от того, что прежде для вас было, знаете, как такой надежный постулат. А здесь вы придете к выводу: да нет, это не работает. Уже изменилось что-то в пространстве. Вы особенно можете это прочувствовать, потому что 21 января Плутон входит в ваш знак. И это сама по себе ломка шаблона. Правда? И игра по новым правилам. Чем сердце успокоится? А вы знаете, не могу сказать, что и сердце-то где-то успокоится. С одной стороны, будет у вас желание доказать кому-то свою правоту. И этого делать не следует, нам сразу говорит карта. По этой карте рыцарь мечей всегда держись сторонним наблюдателем или какой-то нейтралитет занимай. С другой стороны, чем сердце успокоится, вы знаете, можете узнать правду. Вот то, что было скрыто, вдруг станет явью. Вы, к примеру, если мы только говорили про какой-то шаблон или ломку стереотипа, вот то, как вы себе раньше что-то представляли, здесь приходит новость, информация, и вы, знаете, перед вами как глаза могут открыться. Вот прежде я был или была вот в одних мыслях, и они мне какую-то давали траекторию. А оказывается, дело-то обстоит совершенно иначе, и значит, я там зря поступал определенным образом, или я зря продолжала какое-то дело. Вот здесь вы сами себя, благодаря какой-то информации, словно можете развернуть на 180 градусов и для себя выбрать совершенно другое направление. Вот этот туз жезлов так и может проиграться. Вот где-то в этой плоскости, но у каждого своя сфера жизни, как раз будут означать те самые изменения. И правда тут не заканчивается, поскольку ваш знак зодиака и Плутон продолжится это самое взаимодействие. И на вас большая ответственность для всего человечества, мои дорогие. Поэтому все равно, что бы вы тут ни задумывали и не думали, где-то быть более рациональным, собой не рисковать. Помнить, наверное, что люди могут быть разные, транслируют одно,
или хотят создать одну картинку, а по факту у каждого своя задумка, свой интерес, может быть, даже корысть, почему нет? Или просто люди сложные, которые, знаете, безответственные, а пафос какой-то у них присутствует. Пафосным людям вообще не стоит доверять. Вот с учетом этих двух карт это железно. Хорошо, давайте мы карту совет. Интересно. Кто-то из вас может решиться на переезд, куда-то отправиться. И кто-то, правда, надумает менять работу, сферу деятельности или вообще что-то изменить. Самое главное, ваша твердая, надежная позиция. Это карта якоря. И правда, вот как будто я знаю как. Нам человек изображен со стороны, как бы спины. Он уже повернулся спиной к прошлому. Он смотрит в будущее, в горизонт, словно ожидая, когда корабль зайдет в гавань. И корабль, один из символов Меркурия, мои дорогие. Вот как раз это тот Меркурий, который после 2 числа открывает перед вами новые горизонты. Или, если мы говорим ноу-хау или инсайт, как раз информация нужная может прийти. Может быть, эта информация будет поначалу словно шокирующей. Я не ожидал или не ожидала, но надо принять словно для вас какую-то новую реальность. Или новые правила игры. И от этого зависит ваше прочное положение и ваш успех в последующем. Тут, правда, что-то не закончится. Давайте мы посмотрим второе главное событие. Ну, конечно, рыцарь кубков – это всегда приятные эмоции. Это хорошее настроение, воодушевление, вдохновение. Подарки, мои дорогие, ну, все-таки праздник. И сам по себе праздник. Но нам говорят, остановись мгновение и где-то не думать, что так будет всегда, а просто наслаждаться тем моментом радостным, который приходит в вашу жизнь. Хотя у кого-то эта карта может означать предложение руки и сердца, у кого-то, понятно, не для всех, но все равно, мои дорогие, абсолютно для всех есть радость в этот период. Есть, может быть, какой-то воодушевленный подъем, что в предчувствии у меня сейчас что-то получится. Или открылись какие-то новые возможности. Или наоборот, словно освобождаетесь от того, что вас тяготило. Или стало на паузу и все никак не получало движения. А здесь вы уже точно знаете, как поступать. И чему точно не стоит уделять внимание. Поэтому радость, она присутствует. Мы тоже раскроем эту карту. И первую карту мы зададим. Чем дело кончится? Не расслабляйся, тем не менее, нам говорят. Держи все под контролем, мои дорогие водолеи. Вас ничто не должно застать врасплох. Гений господствует над хаосом. Значит, у кого-то могут быть такие ситуации, когда напоминают хаос, когда режим многозадачности или много информации. Утром одна, вечером другая, которая отменила утреннюю. Много людей может быть в вашей жизни, а у вас выпадает, чем дело кончится, 9 жезлов. Это когда мы, такая самооборона. Это карта отчасти воина, который уже набил где-то себе шишек и не хочет повторения прежнего опыта. И по этой карте 2 направления, когда мы откликаемся. Первый случай – это если или вариант, назовите так, когда нам что-то угрожает. Второй момент – это когда чего-то нужно не упустить. Все остальное не имеет значения. Не рисковать собой, я сказала по карте шут. И 9 жезлов говорит – как позиция стороннего наблюдателя и не включение в тот или иной вопрос раньше времени, потому что больше здесь будет нужно людям. Так и держать все под контролем. Вот врасплох, повторюсь, вас не должны застать. Чем сердце успокоится? 5 жезлов сама по себе. Много информации, много людей. И опять же, у людей очень много своих каких-то интересов в вашу сторону, может быть. И карта тоже говорит, держи нейтралитет и позицию стороннего наблюдателя. Мои дорогие водолеи, тут как будто нельзя позволить людям вас втянуть, может быть, в то дело, которое вам лично не нужно. Вы потратите время, силы, энергию, может быть, и нервы. А в итоге вы ничего не получите. Вот буквально так. У кого-то это может быть... Знаете как, все-таки рыцарь кубков у нас идет. И то, что я сказала,
далекие планы мы не строим. Наслаждаться данным моментом. Может быть, будет какое-то новое знакомство, которое вас вдохновит. И пусть это будет так. Но, правда, не думайте, что это на долгий период времени. Контролируйте сами ситуацию и, ну, где-то доверяй, но проверяй. Не всегда та информация, которая будет поступать или даже исходить от человека, будет означать, что вы можете на эту информацию опереться. Или то, что вы можете теперь расслабиться, словно не суетиться. Теперь что-то у вас на долгий период времени уже оформилось, а здесь нет. Здесь все равно какие-то будут перемены. Что-то будет еще либо дополняться, либо какие-то события придут извне. И поэтому вот эта карта девятка жезлов, повторюсь, два направления, когда что-то не упустить или когда нам что-то угрожает. Давайте я карту совет достану. Для кого-то из вас это смена статуса может быть даже в последующем. Но значит, знаете, если состоялось это замечательное знакомство, и есть такой человек, для вас, мои дорогие водолеи, не важно, кто меня смотрит, мужчина или девушки, вам важно будет не раствориться в партнере. Иначе вы себя словно обесцените. Вами могут захотеть манипулировать, а у вас выпадает карта императрицы. И даже если меня смотрят мужчины, это карта власти, во-первых, но власти доброй. Это больше со стороны манипуляций, когда вы правильно взаимодействуете с людьми. Но все равно при этом это карта власти, и поэтому ваша какая-то центральная позиция будет важна. Договориться, не устроить какого-то противостояния, обойти острые углы – это очень правильно, потому что у вас, правда, может произойти эта смена статуса. У кого-то ведь вообще-то это может быть и по работе, через предложение или через какие-то возможности. Вот этот самый рыцарь кубков. Предложение или возможность сменить работу, и там мне что-то обещают, там есть перспектива. Или мой интерес лично, я хочу этим заниматься, я хочу в этом участвовать. Так значит, вам тоже не расслабишься. А как только вы расслабились, ну, где-то дадите слабину. А у вас есть определенная перспектива в каком-то одном вопросе. Либо в личной жизни, либо у кого-то это по работе. И вот эта смена статуса у кого-то из вас через личную жизнь может прийти, а у кого-то из вас через ваш вид деятельности или новый вид заработка, или, может быть, это тот вид заработка, который вообще с нуля, в каком-то совершенно новом направлении, и он тоже будет перспективный, решать вам. Но, повторюсь, вы должны быть вот этим самым гением, мои дорогие водолеи, понимать, что ситуация вокруг будет постоянно меняться, поэтому и контролировать вам точно стоит. Третье событие. Правда, у кого-то может статься, так что вы смените направление своей собственной деятельности. По шестерке мечей это карта заслуженного успеха. Но это не тот успех, который вот буквально в начале января приходит. Хотя у кого-то может, конечно, такое быть. Или предпосылки. Но это тот успех, который в последующем к вам приходит. А вот это, как, знаете, в январе, наверное, в начале января больше проиграется для большинства, по крайней мере, как само по себе, опять же, начинание. Нам показана девушка, которая на ладье отплывает от прежнего берега и опять же не оглядывается. Вот та самая тройка жезлов, да, и вот она шестерка мечей. По этой карте очень хорошо, знаете, как мы меняем работу, к примеру, работа, связанная с командировками, или кто-то из вас, наоборот, захочет как раз-таки сменить график, и если прежде ходил в офис, теперь я хочу поменять и буду искать удаленную работу, работу на дому. Для кого-то из вас заинтересует сфера IT. По этой карте нам обещают где-то популярность, быть медийным человеком. И если вам это тоже интересно активно, то тут тоже вас ожидает успех. Самые разные направления мы можем развивать. Вы, мои дорогие водолеи, и вас ждет успех. Самое главное, с одной стороны, не рисковать, а с другой быть открытым миру. И все держать под контролем, чтобы как чего-то и не упустить, но где-то и не оступиться, не допустить оплошность, по возможности. Или не тратить время на те вопросы, которые больше нужны людям. Правильно, может быть, взаимодействовать с людьми. Да, где-то и откликаться. Вовремя, может быть, по-английски уходить из каких-то ситуаций. Почему нет? Или как-то элегантно
отстраняться от спорных вопросов, вот как будто этому придется уделять внимание. Давайте мы раскроем вот эту замечательную карту, я ее очень люблю. У кого-то это может быть просто поездка, мои дорогие, еще. Или вы надумаете куда-то далеко переехать. Ну, может быть, у кого-то и поближе. Буквально поездка какая-то может для вас проиграться. Чем дело кончится? Будете выбирать, правда, сам по себе выбор. У кого-то, может быть, придется словно пытаться и вашим, и нашим какой-то период вот в таких двойственных энергиях находиться. Или не сразу вы сможете переключиться, допустим, на второй вид заработка. И для кого-то это проигрывается, с одной стороны, две возможности и выбор, а для кого-то как придется сидеть на двух стульях одновременно, потому что пока не могу отказаться от одного, потому что второе еще не получило должного развития. Но сам по себе выбор – это уже хорошо. Чем дело кончится, значит будет выбор. А когда есть из чего выбирать, тогда жизнь для нас интересней. Чем же сердце успокоится? Вот смотрите, вот правда, у кого-то поездка, у кого-то перемены в связи с работой, вы будете что-то менять. У кого-то вообще отъезд, может быть, в другую страну. У кого-то через личную жизнь даже, а у кого-то из вас работа в интернет, может быть. Это та карта, когда мы ищем выход, и мы его находим. Вот, кстати, может за короткий период времени как раз как будто я был вот в этой двойственной ситуации, и вот я нашел выход, я теперь иду. Здесь может проиграться, чем сердце успокоится, буквально уход человека от вас. Может быть, того человека, кто вам доставил много неприятных эмоций. Или вы будете уходить. У кого-то и в личной жизни, может быть, вы примете окончательное решение. Вот, да, вот я говорила по королю кубков. Либо вы уходите, либо партнер уходит. В том случае, если, нет взаимопонимания, когда вы оба понимаете, что мы словно чужие, и никогда не будем думать в унисон. И тем не менее жизнь продолжается, и мы должны быть счастливы. Значит, какое-то новое счастье, новые отношения должны прийти, и вы примете важное решение. Может быть, такое сложное, Соломоново, но как будто от двойственности вам придется уходить. И вы знаете, мои дорогие, для вас это новые пути откроет. И новое вдохновение, новое качество жизни. Поэтому у кого-то даже если вдруг происходят в личной жизни вот такие перемены, не бойтесь, вам они во благо. По крайней мере, карта заслуженного успеха как раз говорит об этом. Жизнь наша не всегда предсказуема. И порой те события, которые поначалу приходят, знаете, как шокирующие или со знаком минус, в последующем мы понимаем, зачем это все для нас было. Но какой-то период для нас может быть и сложным, как будто мы будем исследовать непознанную землю без карты, но успех уже вам гарантирован. У каждого по-своему. Вот вы переложите на свою ситуацию и на тот выбор или выход из создавшегося положения, который вы будете делать. Просто знайте, что к вашему успеху это все ведет. Карта «Совет» по справедливости. Да, вот то, что я говорила, с учетом того, что старший аркан, справедливость, как раз часто проигрывается, как слушание в суде или решение в высоких инстанциях. И вообще, если в совет мы говорим, держи эмоциональное равновесие, я уже об этом не раз говорила, и про нейтралитет. И самое главное, будь честен самим собой. Как каких-то ложных эмоциональных таких погружений глубокой философии, она вам теперь не нужна. Не время что-то 1000 раз переосмыслять. Тут скорее все, понимаете, в какое-то движение приходит по новым правилам, которые где-то от вас не зависят. Вам правильно провзаимодействовать нужно. И с другой стороны, на что-то не обольститься, на какие-то пафосные речи, я уже говорила об этом, тут тоже держите как и эмоциональное равновесие, так и не рискуйте собой, мои дорогие. Когда старший аркан справедливость, я говорю, всегда даже мы улицу переходим в том месте, где положено, а не там, где всегда. Потому что если мы соблюдаем закон, значит и закон тоже помогает нам.
интересный период. Буду очень благодарна вашим откликам. У каждого какая-то своя ситуация. Посмотрите, все равно ведь заслуженный успех. В конечном итоге карта императрицы, смена статуса. Пусть это жизнь, игра по новым правилам, но это та игра, которая нас завораживает, которая отчасти придает уверенности, открывает новые горизонты для вас, мои дорогие. Поэтому январь, пусть мы смотрим на первую половину месяца, но уже даже эти карты говорят, что для вас январь будет очень значимым. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.